Привет! Сегодня на распаковке смартфон-новинка, можно сказать, возрождение компании Meizu. В моем случае это возрождение, потому что у меня лично был смартфон Meizu Note 9, и я был им очень доволен в свое время. Потом много шумихи, нету уже выпуска новых моделей для глобального рынка, отключение Google сервисов и пошло-поехало. И вот, в 2025 году, в начале года, компания решила объявить о 3 новых модельках, среди которых бюджетненький простой смартфон с таким вот интересным названием Meizu M Blue. Версия 4.64 по идее должна быть, и он уже доступен в магазине, например, на сайте AliExpress, он доступен в магазине Xiaomi Store, это популярный магазин, и мне этот смартфон прислали для тестов. Но пусть вас эта фраза не пугает, те, кто регулярно смотрит наши видео, знают, что я всегда честно и объективно, без предвзятости, не буду говорить, что ой, все хорошо, только одни плюсы, а говорить о минусах я не буду. Нет, я буду говорить так, как я это вижу, чувствую, ощущаю, и решение будет за вами. Я всегда оставляю после детального обзора решение за вами. Но детального обзора не будет сейчас, это просто распаковка. Получил его из Китая очень быстро, и был он доставлен вот в такой вот упаковке. Я еще его в руках не держал, то есть это и мои первые впечатления. Я бы мог открыть его за кадром, покрутить и потом сказать, ну вот классная моделька, смотрите вот. Давайте будем смотреть. Я лишь открыл упаковку, проверил содержимое и понял, что да, это он. Вот он запакованный. Смотрим. Вот он. Полностью запакованный. Все верно. Версия 6 оперативки. Правильно понимаю? Нет. 3 оперативки. Здесь написано. Вот маленькими буквами под шестеркой. А здесь объединенная память за счет встроенной будет 3 плюс 3, 6. И за счет встроенной от 64 отнимается. Meizu M Blue 22. Интересно, а какой цвет? Titan Black. Цвет Titan Black. Упаковка красивая. Яркий цвет такой. Ну, да, компания, конечно, попыталась. Но, честно говоря, у меня и те, кто подписан в телеграм-канале, подписчики, вы написали тоже искренне, что не понимаете, почему, выходя на рынок, они берут вот с такими вот самыми простыми параметрами. И я это тоже не понимаю. То есть обычно, если ты выходишь на рынок конкурентов, то ты выставляешь что-то даже в чем-то лучше. А здесь у нас такая ситуация непонятная. Он запаян в пленочке был, что говорит о том, что его просто взяли с коробки, где лежит таких сотни моделей, и мы с вами сейчас с ней познакомимся. Titan Black, значит, цвет, да? Вот маркетинговые ходы не могут дать сразу название Black, Blue, Green. Надо еще добавить темная ночь серый. Вот так вот он выглядит внутри. Увесистый. Прям, знаете, реально увесистый. Такой, не какая-то, скажем так, по ощущению шкарлупка. Здесь картон, извлекаем. Увесистый сам пакет, конверт. Видимо, здесь находится чехол. Открываю. Да, тут находится следующее. Пару инструкций. Вот. К сожалению, не стекло, а пленка. Но она здесь имеется. Интересно, наклеена ли на сам телефон. Чехол из силикона очень плотного, но прозрачный и не матовый. Все говорит о его максимальной бюджетности. Вот это огромное окно в чехле говорит о большом модуле камеры или его платформе. Здесь отверстие под сканер отпечатка, значит, здесь есть сканер внизу. Ну, посмотрим, кажется, микрофон. А вот если разъем под наушники, кажется, есть вот сверху отверстие, но будем смотреть сам уже телефон. В комплекте еще идет скрепка для извлечения лотка с сим-картами. Думаю, что бюджетный, хотя бы хотелось бы 10-ваттный, но сейчас посмотрим, где его характеристики. Вот, можно увидеть, что он на 10 ватт, 5 вольт 2 ампера, это 10 ватт, это не скоростной, как вы понимаете, выход обычный USB, но уже под розетки не нужно никакие переходники китайские. И кабель на USB Type-C соответственно. Никаких логотипов компании Meizu на самих устройствах я не вижу.
на аксессуарах. Теперь извлекаем из этого конвертика сам телефон. Красивый, матовый, ребристый. Слышите, да, как здесь отреагировал по таким касаниям. Кстати, здесь всего 2 модуля, но под вспышкой, вспышка сделана тоже в форме модуля, а под вспышкой место будто бы там тоже модуль, но нет. И корпус пластиковый. Рама тоже из пластика, поднес буквально к лицу, попробовал. Ух ты, кнопка оранжевого цвета, как будто экстренного вызова. Обычно таким цветом кнопки на противоударных с противоположной стороны отмечены как экстренная кнопка. Но здесь она практически в корпусе влита. Видно, что стиль упаковка, здесь цвет такой приятный, и этот же цвет практически бросается в глаза на самом корпусе. На черном цвете классно это смотрится. Не знаю, как на других моделях будет смотреться. Довольно большая кнопка громкости, люфта нет. Сверху, да, гнездо для наушников. Модуль, как вы видите, слегка выпирает, поэтому в чехле нужно действительно использовать, потому что стекло здесь будет царапаться. Кстати, проверю здесь стекло. Взял скальпель. Кажется, стекло. Думаю, что да. А представьте себе, и нет. А знаете почему? Вот эти пару ударов, и я уже оставил на модуле царапины. Вот здесь. Это пластик. Скажем так, первое принятие реальности. Вот по-другому это как-то не назовешь. С этой стороны у нас нет лотка с симками. А где же он? А он находится внизу. Вот он. Вот так вот, в нижней части и лоток, и микрофон, и разъем USB Type-C, и отверстие единственного динамика. Ну и, конечно, динамик есть над камерой. Здесь у нас экран, по-моему, не в островке, а отдельно, в кружочке прям. Да, края закругленные. Ну, давайте аккуратно сниму, вдруг там есть пленка. А пленки здесь нет. Вот такая вот у нас рекламная идет наклейка. Мы ее, как всегда, аккуратно сюда приклеим, потому что после обзора смартфон будет продаваться. Может быть, кому-то нужно, кто с Украины, пожалуйста, пишите. Давайте вместе с вами заглянем в лоток SIM, открываем его, нажали, плотно открылся, плотно извлекается. Нужно еще помогать ему, но нет никакой силиконовой прослойки, прокладки. И он рассчитан на 2 сим-карты, нано-сим-карты, и на либо одну сим-карту и карту памяти. Так как здесь бюджетный процессор, по-моему, Unisoc, не буду сейчас говорить какой, не помню, здесь его не напишут, могу лишь характеристики глянуть, но это чуть позже. Но от Unisoc, поэтому он здесь бюджетный, думаю, что до 1 терабайта поддерживает. Итак, по ощущениям, он очень хорошо лежит в руках. Будто бы на вид это металл, но это пластик. Вы знаете, хочу забрать свои слова назад о том, что рамка здесь из пластика. Нет, все-таки подвело прикасание к телу. Вот если постучать металлом и потом множество еще раз перепроверив, то рама здесь действительно из металла. Поэтому это и добавляет, ну, смешанные такие чувства. В руках вы держите, тут вы чувствуете металл холодящий, с этой стороны ребристую крышку из пластика, на ощупь теряется ощущение какой-то дороговизны. Но вот рама из металла все-таки что-то осталось, скажем так, от самой компании Meizu. Потому что есть у них такая фишка, да, чтобы усилить ощущение по прикосновению, добавив действительно металл. Плюс, вот это плюс. То, что здесь пластик, я уже поцарапал стекло слегка вот в нижней части здесь, это минус. Но давайте включим. Первое включение. Включаю, произвожу первые настройки. Буду перебрасывать. Реально черный дисплей, хоть и здесь очень бюджетный. Ну, просто чернин черна. Просто черный. Первое включение вообще. Смотрю всегда, с каким процентом заряда приходит данная моделька. Немного добавим фокуса здесь. Android Go. Оболочка Flyme. Не поменяли. Не чистый Android. Ждем. Пробежимся кратко по характеристикам, когда я его полностью запущу.
Вот, первое приветствие, как у чистого андроида. Смотрим на языки. Украинский и русский присутствуют. Выбираю первые параметры. Слышу, как громко отрабатывает динамик. Дойду сейчас до пункта, где будет показано, что нужно скопировать. Сим-карту я пока не устанавливаю. Единственное, что мне нужно, это подключиться к домашней сети Wi-Fi. Нажимаю. Подождите, а он что, 5G не поддерживает? Да. Смотрите, он отображает, у меня вещает роутер на двух сетях, 5G и 2,4 Гц, а он ловит только, верно, только 2,4. Подключаюсь, и он сейчас меня спросит о копировании. Проверю на отзывчивость дисплей. Ну, отлично, в перчатках. Отрабатывает очень хорошо. Пока удаляю, ввожу пароль. Несмотря на то, что не каждый смартфон чувствует перчатку. Здесь без проблем. И вот сейчас он спрашивать меня будет: вы хотите сделать копирование с другого устройства? Я буду использовать именно этот способ с помощью кабеля, чтобы быстро скопировать с другого тестируемого смартфона все нужные приложения и быстрые настройки. Вот этот вопрос. Он спрашивает: скопируйте, и нажимаем далее. Вы можете перенести приложение. Как это сделать? Вот здесь есть видео в подсказках, всегда о нем говорю. Не стесняйтесь, смотрите, это сэкономит вам время, силы и нервы. Вам достаточно было подключиться только к Wi-Fi, как вы видели. Остальное он же все перебросит. Нажимаю далее, я работаю как по инструкции, а вам уже покажу сейчас готовое устройство. Начнем сразу знакомство с настроек о телефоне. Meizu Blue 22. Версия оболочки, как вы видите, Flyme Lite 1010G, то есть это начальная версия. Обратите внимание на кодовое название этой модели M511H. Android 15, 3 оперативки плюс 3 за счет встроенной. И сколько у нас, если зайти в настройки батареи, 74%. Кстати, сразу обратите внимание, показывает в меню, что 74, и до 18:30 сегодня этого заряда хватит. Мы сейчас включим уровень заряда батареи в шторке. Стал отображаться крупным. Есть еще раздел состояния батареи. Максимальная емкость 100%, количество циклов. И дата первого использования 22 мая 2025 года. И вы знаете, только во время монтажа я заметил, когда была дата производства данного аккумулятора. Конечно, это просто системный сбой. Не может он отобразить точную информацию. Но приятно, что указали, когда он был впервые использован. Получается, что все только начинается у этого смартфона. И посмотрим, как он будет отображать циклы заряда и состояние. Так, выходим из этого меню, смотрим раздел экрана. В этом разделе есть темная тема. Посмотрим, как она настраивается. Кстати, есть адаптация. Очень черный, красивый, будто бы AMOLED экран. Вот реально. Хотя здесь матрица на 720. Все очень классно отрабатывает. Прям меня радует такой подход. Настройки темной темы, я думаю, здесь нет. Есть более светлее. Здесь же такого нет. И можно установить по расписанию. Есть герцовка. Частота обновления 90 Гц. Зато у этого дисплея стоит сейчас авто. Мы так и оставим. Так, автоповорот включаем. Темную тему мы посмотрели. Добавим времени по удержанию 2. Как это? Подтвердите, что это вы. Меняю настройки, и он мне спрашивает: это вы? Мол, меняете. Ничего себе, впервые такое в настройках. Добавили Flyme, видимо, от себя. Уведомления. Зайдем сюда. Посмотрю, есть ли уведомление вспышкой. Да. Вот. Будет мигать светодиода, я думаю, здесь нет, раз есть такой режим. Обновление системы. Проверим сейчас вместе с вами. Подтверждаем. Я только когда запустил, там меня спрашивает: хотите тихий режим обновления? Flyme iOS. Типа с интеллектуальным режимом. Ну, у нас последняя проверка прошла. Все пока ок. Будет что-то, я вам обязательно сообщу уже в полном обзоре. Полный обзор планирую 24 или 25 мая, примерно в эти дни. Смотрю, что еще есть в этом меню. В разделе «Система». Ну, тут есть жесты. Хочу посмотреть, есть ли активация при поднятии. Да, активируем. Скриншот 3 пальцами.
есть. Активация при поднятии. Проверяем. Поднимаю. Тут уже настроен сканер отпечатка пальцев и разблокировка по лицу. Поднял. Он меня сейчас увидел, но не быстро. То есть вы заметили, да? Еще раз. Поднял. Ну, с небольшой задержкой, но отлично срабатывает. Может еще потому, что здесь свет над столом для обзора. Но думаю, что как для бюджетника даже очень-очень хорошо. Теперь посмотрим, что в меню. Все Google сервисы, конечно, есть. Есть ли мусор какой-то? Пока не нашел. Есть ли что-то в меню? Меню здесь никакого нет. Вот только так двигаемся в лаунчере. Сейчас посмотрю вообще, какой здесь тип лаунчера стоит. Дополнительные настройки. Ну вот никаких глобальных настроек здесь нет. Поэтому как есть. Ну что ж, пройдемся кратко по характеристикам этой модельки. Посмотрим некоторые его параметры. Батарея 4900. Задняя камера на 13 мегапикселей, вспомогающая на... Да подождите, на фото у меня M-Blue, правильно? 21, глобальная версия. Это 21. Я тут не то вам открыл даже. Это 21. На обзоре у меня 22 распаковка, новинка. А я вам открыл 21. И думаю, что ты, Сережа, не то открыл. M-Blue 22. Поиск. Может, его еще в продаже нет? А я вам тут рассказываю, что он будет $59 стоить. Нет, есть. Вот. 62. Давайте заглянем. 62, 79 его цена. Ну, то есть, понимаете, да, бюджетная серия. Магазин Xiaomi Store. Все есть. Смотрим по параметрам. 13 мегапикселей. Такой же модуль, как и в 21, как я понял, оставили. Вспомогательный на 5, думаю. Батарею чуть увеличили. 5000 мАh. 6,79 диагональ экрана. И HD+. 3 оперативки 64 и есть версия 4.128. Старт продаж стартовал 20 мая. Сегодня 22. Версия 4.128 будет стоить $72. И что интересно, модельки доступны еще в цвете белом. Вот такой вот прям белый, реально белый. Есть еще, кажется, какой-то другой цвет. Да, голубенький, blue. Вот он. Такой мягкий голубой. Нежный такой прям голубой. Процессор Unisoc SC9863A, 8-ядерный, 28-нанометровый техпроцесс. Это вообще бюджетничек очень большой. Максимальная частота 1,6. Так, оперативку я вам говорил. Тип памяти DDR4X. Ну, терпимый для бюджетника. Все бенд-стандарты поддерживает. Вот информация о том, что здесь корпус совмещен с металлом. Потом детально переведу, что там говорится, и в полном обзоре поделюсь. Какой-то Titan Shield архитектур. Типа очень прочный. Ну, мы это посмотрим. Хороший сканер отпечатка и стабильная разблокировка по лицу. Говорят, что хорошая камера, но мы сейчас ее проверим. И наличие 3,5 разъема и объемный звук 300% High Volume Speakers. Speakers в наушниках имеет в виду? Или же все-таки здесь стереодинамик? Ну что, проверим? Звук только с нижнего динамика. Но он громкий. Что, пару снимков сделать? Запускаю. Посмотрим. Даем все разрешения. Начать. Быстро фокусируется. Давайте упаковочку сфотографирую. Фокус без вспышки. Снимок. Есть и со вспышечкой. То у нас HDR даже был включен со вспышечкой. Отлично. Ну вот еще меню телефона со вспышкой и без. Ну а все тесты уже, как вы понимаете, будут в полном обзоре. Не удержусь, все-таки зайду еще в меню камеры. Посмотрю, сколько снимает. 1080 30 FPS. Что вы хотите еще узнать об этом смартфоне? Все напишите в комментариях. Я вам уже в полном обзоре все это покажу и продемонстрирую возможности данной новинки бюджетного смартфона.
Рад был поделиться, цену вы видели, ссылка есть в описании, вдруг уже кто-то хочет приобрести от Meizu смартфончик, так что знаете, где искать. Ставьте лайк и ждите обзор. Не забудьте подписаться. Пока.